Привет, мои любимые девчонки! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Настя, и вы смотрите видеовлог «Недели со мной», в котором я делюсь тем, как провела свою неделю. За эту неделю со мной произошло немало интересных вещей, поэтому давайте скорее смотреть. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Приятного просмотра! И начала я свою неделю с того, что купила видеокамеру, которую так давно хотела. Я давно задумывалась о том, чтобы улучшить качество видео, которое я выпускаю, потому как на телефон мне не совсем удобно, и поэтому остановилась на варианте Sony ZV-1. Я не специалист по видеокамерам и вообще в технике не разбираюсь, поэтому мне пришлось довериться самой себе и купить то, что мне хотелось и показалось хорошим. Поэтому буду тестировать и сниму позже обзор. Сейчас иду в торговый центр, потому как меня позвали на фотосессию в качестве модели, мне нужно подобрать соответствующий образ. Я решила вчера сделать ламинирование, закрашивание, перепутала краску, и я сделала себе черные брови. Не знаю, может быть так виднее, что они темнее, чем я есть, но я нашла наоборот в этом какую-то изюминку. Мне кажется, это даже наоборот прикольно, потому что я такая светленькая, а у меня брови темные. Я обожаю такую вот зализанную, приглаженную прическу, собранную. Это моя любимая прическа, она очень удобная, классно смотрится, почти по все образы. Я часто ее делаю, но, к сожалению, не всем типам лица она подходит. Мне нужно было найти хотя бы что-то подходящее под наш образ для фотосессии, поэтому первым делом я, конечно же, пошла в Зару. Брючную жилетку я нашла, поэтому иду мерить. Кстати, в нашей Заре поставили кассу самообслуживания, где вы можете сами пробить товар и оплатить картой. Это очень удобно и уменьшает количество людей в очередях. Кстати, не знаю, может быть, для кого-то это еще будет новостью, но большинство вещей, которые я заказываю для фотосессии, я сдаю их обратно, потому что они мне совершенно не нужны, и так делают очень много людей, особенно стилисты, которые работают на фотосессиях. Они заказывают вещи и возвращают их обратно. Вот и все. Если вы еще так не делали, я вам очень советую. Я это называю взять вещи в аренду, потому что это же масс-маркет. Почему бы и нет? На обратном пути я не удержалась и забежала в Зару Home. Там уже были представлены новогодние свечи. Это было с запахом глинтвейна, но мне не очень. А вот эта соленая карамель мне очень даже приглянулась. Напомнила мне уютное кино и сладкий попкорн. Я все еще бегала и искала низ для своей жилетки, и все-таки решила остановиться на этом костюме. Другого ничего я, к сожалению, не нашла, поэтому буду фоткаться в брюках вместо юбки. На фотосессии я чаще всего делаю себе какой-то легкий макияж. В этот раз еще дополнила его локонами, чтобы было похоже на референс. В конечном итоге я даже не надела те брюки, я предложила фотографу надеть свое платье, поверх него жилетку. За счет того, что я надела свое платье, получилось максимально похоже к референсу. И вот такой результат фотосессии мне прислала мой фотограф. Польше в этот период праздновали День независимости, поэтому на улице было огромное количество людей. В этот день у меня был запланирован визит к косметологу, так как я сейчас лечу свою кожу, и вот так моя кожа выглядит без макияжа. Сейчас иду на встречу с фотографом, так как я недавно купила себе фотоаппарат, то мне нужно разобраться, как с ним работать и как им пользоваться. Я сегодня без макияжа, в принципе, я часто без макияжа. Сейчас лечу у косметолога свою кожу. Как можно заметить, у меня высыпания, и высыпания я эти уже лечу где-то 4, даже я бы не сказала, что я их лечу, они у меня где-то уже 4 года, может быть, чуть-чуть меньше, может 3,5. Но сейчас я иду к косметологу на очередной прием. Что она мне скажет? Я ее обожаю, потому что она очень крутой специалист. Я уже была до этого у других косметологов, и мне есть с чем сравнивать. Знакомая фотограф помогла мне разобраться с настройками видеокамеры, но так как мы давно не виделись, в процессе разбора мы настолько заговорились с ней на общие темы, что в итоге я опоздала к косметологу. Это мой второй прием у косметолога Ани. В прошлый раз мы с ней делали пилинг, и вот так моя кожа выглядела до пилинга и после. В этот раз будем делать ферментотерапию. Козой смердить, но увлажняє, работает прекрасно. Це весь секрет, все должно вонять. Понимаете? Якщо не воняє, значить нічого не работає.
Совсем недавно мы с ней приняли решение ввести в мой домашний уход изотретинаин. Это ретинол только в окончательной его форме. Аня до последнего не хотела давать его, но мне настолько надоело лечить уже свой организм изнутри. Я была в отчаянии, я решила, что стоит попробовать, почему бы и нет. На данный момент мы отслеживаем результат и реакцию моей кожи на ретинол, а также я параллельно хожу к Ане на процедури. А от немає прям таких великих воспалительних елементів, які червоніють, болять і отікають. Ну, только вот этот над бровью. Ну, цей, да, якийсь заблудший воїн. И мы делаем с ней ферментотерапию. Да, Аня? Да, ферментотерапию, но начинаем мы с очищения. Поэтому для начала мы сделаем сейчас энзимную маску. У тебя тут такой нимб. Да, щоб всі розуміли, що Анастасія попала в рай. Вона не согрішила ніде ні разу. Аня – это настоящий ангел медицины. Зараз ми тобі зробили перший етап – ензимний пілінг для того, щоб убрати всі ороговівші клеточки, всі остатки кожного сала, остатки косметики, всього, що було на твоєму лице. Є такі локальні покраснення, але вони дуже швидко зійдуть. Сейчас Аня мне делает все процедуры продуктами от ДМК. Это поближе ты не можешь, я слышу этот запах. Но не все какое-то на натуральных, да, каких-то Да, там... у них взагалі немає іскусственних одушок. Ну, бо вони ж якраз і розчитані для проблемників, акнешників. А там, знаєш, яка кожа чувствительна, а там ти парфюміроване наносиш, а вона просто в шокі. Боже, дивись, як я блищу. Це я тільки сивороткою сьогодні намазалася від Медік 8. Ферментотерапию я делала впервые, поэтому совершенно не ожидала, что эта жидкость, которую мне нанесет Аня, потом застынет. Причем застынет так, что разговаривать и как-либо двигать лицом будет совершенно невозможно. Но это того стоило. После процедуры сразу виден офигенный результат. Все, мы закончили нашу процедуру, все, что мы сегодня с Аней делали. Да, Ань? Вот. Да, Аня готовится уже к следующему клиенту, а я наслаждаюсь своим прекрасным лицом. Посмотрите, какой эффект после. Да, но не забудь сказать, что все покраснения еще сойдут очень быстро, в течение 15 минут. Анастасия, можешь потом еще сделать фотографию. Да, посмотрите, какая кожа у Ани. У Ани какая прекрасная кожа. Мне кажется, что здоровая, чистая, сияющая кожа – это самый лучший показатель без косметики. Да, без косметики, да. без ничего. Самый важный показатель косметолога, который хороший специалист. Это вот визитная карточка косметолога, это его кожа, без косметики. Я позвала свою подругу Катю модели на макияж, поэтому на следующий день я ждала ее к себе в гости на работу. Приветики! Да. Спасибо. Вот бы почаще такие подарки за то, что встречаю вас с камерой. Какая красивая. Какие модные джинсы. Так. Какие у меня теплые, любимые носочки. Носки, которые, а вот... Угу, такие, мне они напоминают вот этот орех с сгущеночкой. Ага, кстати, да. Что, идем, будем тебя красить. Как я уже говорила, осенью у меня часто приходит вдохновение, и взять Катю моделью на макияж – это беспроигрышный вариант, потому что ей идет любой нюдовый макияж, либо какой-то легкий, а это мой стиль, и она классно позирует. Точнее, ей даже не нужно ничего делать, просто сидеть, и фотография уже удачная. Какая девочка? Ты похожа на ту, которую я с Инстаграма скидывала девочку. Девочки, пока я крашу Катю, сегодня я взяла в качестве модели. Всегда в работе зима, весна, это более такой сезон, у меня нет вообще никакого вдохновения. Это вдохновение, а вот начинается осень, и у меня начинается такая осенняя депрессия, которая меня начинает чуть-чуть
расшатывать, и я начинаю более в творческие работы, больше моделей беру. Но сегодня я взяла Катю в качестве модели ко мне на макияж. Буду вам, может быть, поэтапно что-то рассказывать. Я делаю контурирование лица, и контурирование, как я уже объясняла в других своих уроках, я всегда делаю от мочки уха до прямой линии, от мочки уха до кости. Поэтому мы вот так вот берем и припечатывающими движениями, можно спонжиком, можно кистью, припечатывающими движениями вот так вот, оп-оп-оп. Не знаю, видно вам или нет, если не видно, я все равно там при редактировании приближу. Вот. И до вот этой косточки я дохожу. Все. Больше я никуда не иду. И, конечно же, подчеркиваю нижнюю косточку, вот эту вот нижнюю челюсть. Да, сделай за меня Беллу. Ты у нас Хейли Бибер, я уже сказала. Все, немножечко на шею. Вот, немножко на шею спускаю, чтобы она сильно не отличалась. И чистой стороной кисти я вот припечатываю наши границы отсюда и здесь тоже, чтобы у нас была такая легенькая тушевка. Так, вот такие вот дела. А еще мы обсуждали обучение. Я сказала Насте, что после ее обучения я наконец-то научилась контурировать правильно. Ну, носик мы, Катюша, не сильно редактируем, выделяем, вот, потому что у каждого есть свои особенности, и где-то это нужно, а где-то нет. У Кати прекрасный нос, поэтому она не нуждается в контурировании. Вот так. Настюша так все объяснила мне, что я теперь сама это все делаю, и еще научила меня кистями работать. Это для меня была загадка века. Как это делать? Я люблю жидкие продукты. Я люблю все делать жидкие контурирования лица жидкими продуктами. Поэтому, собственно говоря, я взяла такие румяна. Приглушенный цвет у меня от Kiko в цвете 08. И вот я сейчас буду Кате наносить румяна. Я когда на каждому делаю макияж своих клиентов, там, моделей и даже себе, я всегда ориентируюсь на косточки. У каждого человека косточка может быть разная. У кого-то она здесь находится, у кого-то здесь. Но именно на косточку я стараюсь наносить. У Кати косточка находится в этой зоне. И вот здесь у меня будут первые движения. Я не боюсь работать кремовыми текстурами, кремовыми продуктами, потому что для меня это как краски. Я обожаю рисовать, поэтому я это воспринимаю как холст. И чем классны кремовые продукты, тем, что их можно как-то, они пластичные, их можно чуть-чуть убрать, добавить, чуть-чуть убрать, где-то там подтереть, и вот такая вот часть с румяшкой у нас получилась. Вот такой красивый, сияющий, легкий макияж у нас получился на Кате. В своей работе я обожаю использовать сияние и делать акцент на естественную красоту девушки. И как я уже говорила ранее, Кате достаточно просто сидеть, не позировать, и она уже красивая. Катя ушла, мы сделали ей такой офигенный макияж, а я, пользуясь возможностью, пока не забыла, хочу вам показать, как у меня отросли волосы. Вот просто их везде очень много, вот тут вот и вот здесь, при том, что буквально месяц назад я страдала от выпадания. И я начала пить, мне папа посоветовал пить биотин, просто индийские таблетки биотина, или там чистый биотин, и у меня начали расти волосы, я в шоке. Катя привезла мне палетку, которую я заказывала у нее с магазина Dior, поэтому давайте распакуем ее вместе. К сожалению, в Познане нет официальных магазинов косметики, только Sephora или Douglas, поэтому при возможности, когда Катя едет за пределы Польши, я заказываю у нее с официальных магазинов косметику. Я люблю покупать именно в официальных магазинах, как минимум за эту красивую упаковку и распаковку самого продукта. Кроме этого, в официальных магазинах вы можете получить кучу классных пробников в зависимости от стоимости вашего заказа.
Например, я заказала всего лишь одну палетку, а получила пробник духов и мусс мицеллярный. Мой заказ состоял из вот такой вот красивой холодными оттенками палетки Dior. Это Limited Edition, лимитированная коллекция их зимней палетки. Каждый рефил очень пигментированный, особенно блестки, причем блестки оставляют такой очень красивый сияющий эффект. Эта палетка идеально подойдет для девочек с холодными голубыми глазами и зелеными. Есть зеленые оттенки, светлые, фиолетовые, очень классные. Девочки, ну вот только посмотрите на эти красивые упаковки. Пару дней назад мне поступило классное предложение о работе на съемках для популярного ювелирного бренда в Польше. Им нужен был стилист по волосам для новогодней съемки, и этим брендом является Аня Круг. Когда я пришла на съемку, я была очень удивлена этой уютной новогодней атмосферой, которую создавала вся команда, и помогали милые животные. Еще там был вот такой вот смешной кот, которого закрывали, потому что он постоянно мешал всем нам. Увидев их предложение о работе, я очень обрадовалась. 2 года назад я еще и подумать не могла, точнее мечтала работать на таких съемках. А эта блондинка, это стилист Маша, которая порекомендовала, чтобы они обратили на меня внимание. И хочу поделиться с вами закулисьем съемок. В этот раз команда сняла специальные апартаменты, в которых концепция новогодней фотосессии была мама, дочь и их бабушка, которые проводили время вместе в разных локациях. Первая локация была кухня, где они вместе готовили коктейли и печенье. Вторая локация была диван, и они играли в игру. Ну а третьей локацией было новогоднее застолье, семейный ужин. Конечно же, это все нанятые модели, это не настоящие друг другу мама, дочь и бабушка, и вы можете увидеть образы, которые я сделала для мамы и для бабушки. К сожалению, третью локацию я вам не успела снять, меня отпустили со съемки раньше. Я встретилась сейчас со своей подругой Катей. Мы увидели, что в Познани есть такое, как йога с собаками, и Катя выбрала пойти на корги! Поэтому мы сейчас едем на корги и, как всегда, по классике опаздываем. Я заберу всех корги. Кстати, мы с Катей придумали такую прикольную фотосессию в стиле Гринча. Я снимаю, кстати, на свою новую камеру, поэтому скажите, как вам качество этого вот. Я уже могу сказать, это шедевр. Катя говорит, что это шедевр. Я пока еще разбираюсь с ней. А еще Катя мне подарила вот такой вот блеск для губ, девчонки. Четкая, вот эта фирма четкая. Вот эта фирма, Катя говорит, что эта фирма четкая. Называется она Trend Up. Нет, DM называется. DM. Можно увидеть на моих губах. Очень прикольно. Она визуально увеличивает мне губы. Мне, кстати, да, но мне она не один ничего можно увидеть мои акне, которые я лечу ретинолом. Но можно увидеть также прекрасный эффект этого блеска. Как твоя кожа, кстати, аллергия? Моя кожа? Аллергия прошла? Не аллергия, это ж меня сушило. Ну, аллергия. А, это аллергия? Аллергическая реакция. Катя говорит, что это аллергическая реакция. Да, я спалила себе кожу ретинолом, потому что я неправильно им пользовалась, потому что я не послушалась своего косметолога. Она мне сказала не мазать туда, а я намазала. Она мне сказала чуть-чуть мазать, только точечно на прыщи, а я обмазала на весь подбородок. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, на нос. На глаза не намазала. Ну, была такая идейка намазать на глаза. Вот, но я подумала, что, все говорят, что будет сушить, а оно не сушит. Думаю, дай-ка я попробую его мазнуть еще больше. Так что мы с Катей едем пробовать йогу с корги. Оставайтесь с нами. Какие корочки, посмотри. Гуслилочку. Мы тебя заберем, украдем. Все, вот такие немушки. Ушки просто самые лучшие на свете. Куровые ушки такие.
Мама, посмотри на эти маленькие ноготочки. Нюх-нюх. Ну, в шоке, он не понимает, что происходит. Сейчас упадет. Че упадет? Давай, бери этого. Бери этого малого. Боже, какие умнички. Я видос снимаю, ты фотку хочешь? Кто-то точно пукнул тут. Ты пукнул. Какой ты самый большой. Он самый игривый. Самый игривый, такой сладкий. Впечатление. 10 из 10. Да? Важно, что воняло. И... Ты предательница, ты только что говорила совершенно другое. Я обожаю корги, поэтому мне все равно на все остальные вещи. На саки, на пуки, на грязные коврики. Мне все равно. В целом мне понравилось то, что там были собаки, они очень милые, но мне Они не... убирают стресс. Да, убирают, но мне они только добавили. Ладно, если честно, мне понравилось. Но просто я ненавижу, когда воняет, Да, когда вот эта будет. грязь, волосня, шерсть везде. Вот это вот я слышу прям, ну, мне это не нравится. Вот так вот. Поэтому мы едем в парфюм. Да. После этой прикольной йоги мы с Катей решили поехать за матчей в нашу любимую кофейню, в которой постоянно аншлаг людей. Это связано с тем, что они работают всего лишь с 14 до 18, и там действительно очень вкусная матча. Sometimes I feel like I just wanna go back to my old ways. You're telling me I'm silly, it's no fun. In the old days, I'm such a romantic. I never remember how things really happen. I guess you're attractive or something. Live in the moment, that's what they tell me. But whatever happened. Еще хотела вам показать, что наконец-то в Познане пошел первый снег, но, к сожалению, надолго он не задерживается, выпадает, тает, поэтому всю зиму у нас нет снега. Ну, кто-то будет здесь? Водитель! Водитель, да, мы сейчас встретили... Этот клип, вот это серебро, Да. Там, где они бесились. Короче, Не буду показывать полную да, камеру. но он не показывает. Мы встретились с Катей и Олей. Оля будет нам делать контент сегодня. Да, меня и Кати. Оля контент-креатор, она делает фото на телефон и давно хотела поснимать подружек, поэтому предложила нам с Катей побыть ее моделями. Она уже делала фото для моего личного профиля, поэтому я была уверена, что результат будет офигенный. Хочу и вам показать, что в итоге у нас получилось. Спустя час съемки на улице мы замерзли, зашли в кофейню, чтобы погреться чаем и позже поехать на другую локацию. Мы с Катей очень замерзли, но это стоило того. Оля запечатлила наши настоящие эмоции, когда мы находимся вместе, а то есть постоянный смех. Но после съемки мы с Катей, как два раненых воина, скорее бежали в машину, чтобы согреться. Ну вот, как-то так прошла моя неделя. А если вам понравился этот влог, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Целую вас, пока-пока!